Всем привет, с вами Игорь. Сегодня в этом видео рассмотрим два источника тепла и как они работают, какой эффективнее, какой менее эффективный. Вот с моего опыта использования, и не только с моего опыта использования, я еще оставлю ссылочку на канал одного человека, очень интересный канал, и у него там есть интересный опыт использования солнечных коллекторов. Там он очень профессионально все сделал. Ну, об этом я позже расскажу. В конце видео еще дойдем мы до этого. Сегодня хочу осветить вот этот вот вопрос, потому что меня уже спрашивали давно, еще зимой, чем лучше греться, солнечными панелями или коллектором. Ну, кто первый раз зашел на мой канал, то так вкратце скажу, что моя альтернатива вся, она нацелена на именно обогрев помещения, горячую воду, ГВС. Ну что вот это вот больше всего как бы тянет с наших карманов денег. Это как бы самые трудозатратные энергопотребления наших домов и максимальное. Мне для телевизора как бы не надо энергии, я могу заплатить это из сети. А вот дровишки рубить я не хочу и заниматься ими. Поэтому я занимаюсь вот именно так вот, не совсем стандартно, вот этой своей альтернативой. Итак, чем же лучше? Вот, ну, сразу скажу, однозначного ответа нет, чем лучше. Потому что в моих обстоятельствах вот так вот оно получается, в ваших обстоятельствах по-другому. Зависит сильно от региона, количества солнечных дней. Вот, там, ну, вот это все очень много зависит. Место на участке, где можно его поставить или не поставить, там, например. Вот это сейчас мы все вот эти факторы влияния будем рассматривать. То есть я вам не могу сказать, вот лучше греться панелями или лучше греться коллектором, потому что это будет даже неправильно. Я должен просто привести свой опыт использования. Вот я вот хочу просто вот выложить все плюсы одного способа и другого способа. А вы уже сами будете решать, что вам лучше сделать или поставить. Или даже и то, и другое. Но если не то и другое, то что-то одно. Вот. То есть в каждом обстоятельствах, в ваших обстоятельствах, я не знаю, какие они у вас, я их предусмотреть не могу. Вот, оно все будет по-разному выглядеть. То есть у кого-то выгоднее так, у кого-то выгоднее коллектор, у кого-то выгоднее панели ставить. Вот. И вот поэтому сказать так однозначно нельзя. Мое дело, я же говорю, навести все плюсы и недостатки обоих систем, а вы уже будете выбирать сами. Вот это, мне кажется, будет более объективно. Итак, вот вы видите, буква П это панели, К это коллектор солнечный. И я буду ставить плюсики под каждым вот этой вот колонкой. Преимущество. Начнем, например, начнем мы с солнечной электростанции. Если я выписал уже тут, что я хочу о чем сказать. Вот, плюсы каждого источника тепловой энергии. Например, первая солнечная электростанция – это универсальность энергии. Ну, солнечная электростанция вырабатывает электрическую энергию, поэтому куда вы ее уже используете, это уже ваше дело. Ее можно на нагрев просто, вот, можно, например, на электроплитку варить еду. С коллектора вы так не сможете сделать. Коллектор, он просто может вам нагревать там горячую воду, если он водяной, или воздух. Поэтому такое узкое довольно такое использование солнечного коллектора. Не универсальный. Вот. А солнечная электростанция это как бы универсальная энергия, которую можно использовать везде. Электрическая энергия это, ну, что хочешь с нее, то и делай. Поэтому мы ставим панелям плюсик. Первый. Так, дальше. Второй плюс солнечной электростанции это возможность зарабатывать на ней. Да, это возможность подключить зеленый тариф в конечном итоге и зарабатывать на нем деньги. Потому что, как бы там кто ни говорил, там мне там для автономии, там мне только для себя, все равно я уверенный, что вы дойдете в конце концов к этому. Потому что когда у вас будет уже достаточное количество панелей, а мы альтернативщики их, как видите, постоянно наращиваем количество, у вас будет инвертор, все оборудование, а потом, если я такой вопрос зададите,
А почему бы мне не оформить зеленый тариф? Ну что осталось-то уже там, да, уже практически 90% пути пройдено, а почему бы его действительно не оформить? Купить счетчик двунаправленный и оформить зеленый тариф, еще и денежки будут идти. Вот, поэтому это тоже очень важный плюс, я считаю, возвращать эти деньги постепенно. Ставим еще один плюсик солнечным панелям. Так, минимальные потери. Третий плюс, что это значит? Ну, например, в отличие от солнечного коллектора, панели вы можете поставить в любом месте своего участка. В любом. Через 20 метров, 30. И потери будут, ну, по проводах ей там будут потери. Если это еще будет высоковольтная электростанция, как у меня на 220 вольт, то потери там будут минимальные. С коллектором так не получится. Его надо ставить прямо возле помещения. Это или на фронтон, как у меня дома, или на стену дома, ну, как можно ближе. Потому что если вы сделаете там какие-то трубопроводы, даже уже метров по 5 хотя бы, это уже будут большие потери. У меня вот этот вот мой трубопровод там с верхнего идет где-то метра 2 с лишним. Я его утеплял, и он все равно теплый. Он все равно зимой теплый. Поэтому еще буду утеплять. Ну, короче, это довольно-таки, ну, нецелесообразно, я считаю, ставить коллектора или воздушный, или водяной. Водяной вообще молчу, это там геморрой такой, утечки и все такое. С воздушным как бы проще. А вот солнечные панели тут этим вообще не страдают. У них никаких потерь нет на транспортировку энергии. Где хотите, там и ставьте. Где у вас есть место, и все будет окей. Еще один плюсик панелям. Дальше. Работают каждый день. Четвертый плюс. Если коллектор, вот, например, из моего опыта использования, да, коллектор солнечный, он будет работать у вас только когда есть солнце. Вот это вот как хотите, вот, но вот это факт. Может он еще работать, когда солнце так в небольшой дымке. То есть оно должно греть все-таки, как ни крути, оно должно греть, чтобы работал солнечный коллектор. И оно должно хотя бы быть видно. Ну вот так вот я по своему коллектору наблюдаю. Даже если зимой такая небольшая облачность, но я вижу солнце, круг сам солнца, коллектор будет работать. То есть оно хотя бы чуть-чуть греет, коллектор нагреется, включится вентилятор и начнет работать. Если солнца нет, это там слабая облачность, сильная, коллектор работать не будет вообще. Вообще он не включится. Вот, там может подниматься чуть-чуть температура, там 10, плюс 10, плюс 15, но он не включится. Панели же солнечные при этом будут работать. Они будут работать каждый день, в любое время года. Пускай они там будут выдавать 10 раз, 15 раз меньше, даже может быть 20, но они будут все-таки что-то выдавать, и с этой энергией можно что-то делать. Вот. Если у меня, например, 4-киловаттный массив, пускай они там 200 ватт будут выдавать, 300, 400, но они все-таки будут что-то выдавать. И это, я считаю, это огромнейший плюс солнечных панелей, что они будут все-таки работать в любое время. Главное, чтобы был день. Они не работают только ночью. Поэтому ставим им еще один плюсик. Так. Долговечность и надежность солнечных панелей, да, я считаю, это самая долговечная и надежная альтернатива. Там, по сравнению с моей всей альтернативой, там коллектор солнечный, тепловой насос или ветряк, это самое надежное. Там нет в панелях никаких трущихся частей, никаких движущихся, никаких подшипников, ничего там не трется, не движется, не мажется, поэтому они просто лежат себе и работают. Поэтому долговечность, я считаю, у них супер. И там даже ремонтировать-то нечего. Ну, ее можно просто разбить там, или я не знаю, что с ней можно сделать. А так она себе работает. Вот. Коллектор, у меня то труба слетает, верхняя слетала, то верхний вентилятор вышел со строя. Ну, вентилятор это, наверное, в коллекторе самая такая слабая часть. Механическая, вот, и еще плюс со временем, я думаю, там будет рассыхаться все-таки короб, его может деформировать, солнце будет свою работу и жара делать, поэтому коллектор, конечно, уступает в этом. Надо будет где-то подмазывать, там, подгерметизировать. Панели в этом выигрывают. Ставим еще один плюсик. Вот. Ну вот, кажется, у меня по панелям плюсики закончились. Это раз, 2, 3, 4, 5.
Так, по коллектору какие у меня плюсики. Это дешево, да. Если сравнивать проект «Солнечный коллектор» мой и солнечную электростанцию, то это даже несравнимо, насколько дешевле коллектор. У меня есть там видео, сколько мне обошелся солнечный коллектор. Можете смотреть его в плейлисте. Я оставлю, наверное, под этим. Главное не забыть оставить ссылку. Вот, то коллектор, по-моему, насколько я помню, 5 или 6 тысяч мой обошелся на 6 квадратных метров. 6 метров квадратных. Это довольно большой коллектор и довольно большая площадь и теплоотдача у него. Такая значительная. Вот, в киловаттах уже измеряется. Вот, поэтому, если для вас критичны вот деньги, да, это первое, то, наверное, лучше все-таки коллектор, да, потому что вы за дешевле можете этот проект осуществить, намного дешевле, на ту мощность, которую вам надо, вот, даже в киловаттах, там, вот, чем солнечные панели. Солнечные панели это все-таки дорого. Ну, например, мой 4-киловаттный массив это $1000. Коллектор мне обошелся примерно той же мощности. Ну, там 6 квадратов, примерно по 400 ватт зимних, 6 на 4, 22,5 киловатта. Вот, ну, так примерно и массив солнечный выдают, они же не всегда 4 киловатта выдают. Это 5-6 тысяч, то есть во сколько раз, видите, дешевле. Вот, поэтому коллектор это намного дешевле обойдется вам и так далее. Ставим плюсик коллектору. Дальше. КПД. Ну, конечно, у КПД солнечного коллектора КПД намного выше. Это и 60, и 70, и 80, и даже больше, чем 90%. Это уже зависит, как вы реализуете этот проект, там, насколько качественно вы ее сделаете, продумаете все. КПД тут несоизмеримо лучше. И, соответственно, он будет занимать у вас меньше места, этот солнечный коллектор. Это у меня еще один пункт. Следующий. Значит, просто про КПД сейчас. КПД, да, КПД лучше намного, во много раз у солнечного коллектора. Ну, даже эти все системы две, они работают совершенно по разным принципам, да. Коллектор, ему надо наоборот, наружная температура, чтобы была теплее, тогда у него выше КПД, потому что чем на улице холоднее, теплопотери, все такое. А панели наоборот, они чем холоднее им, тем они эффективнее работают, у них КПД. Ну, панель КПД это примерно до 20% максимум, коллектор это в разы больше, поэтому ставим плюсик ему за высокий КПД. Работает эффективно в любое время, да. Как ни странно, мой солнечный коллектор, исходя из моего опыта, работает эффективно даже в самые мрачные для альтернативщика месяцы. Это ноябрь и декабрь, как говорится, черные месяцы альтернативщика, да. Вот. Но он даже в то время показывал выше 70 градусов. То есть, как бы получается одинаково. 70 градусов, что в ноябре, что в декабре, что в январе, что в феврале и в марте даже. Вот. И почему это так получается? Я так думаю, что просто солнце светит прямо в коллектор ноябрь-декабрь, так как оно низко. Потом оно дальше повышается, хоть и день увеличивается тоже, но он уже под углом светит. Вот, и поэтому падает как бы тень, вот его уменьшается, да, площадь полезная как бы уменьшается коллектора из-за того, что солнце поднимается выше. Но, тем не менее, вот, ну, там март это такое, апрель это уже весна, как бы, но ноябрь и декабрь он очень хорошие показал результаты. То есть, по моему опыту, панели в ноябре-декабре, даже при чистом небе и солнечной погоде, они не выдадут столько энергии, максимум свой, никогда они не выдадут, никогда. А коллектор выдает свой максимум, это 70 градусов, то есть ему... Коллектору главное, чтобы было солнце, моему коллектору. Главное, не имеет разницы, какое это солнце и когда. Ноябрь, декабрь, сентябрь, летний месяц. То есть, это плюсик огромный солнечному коллектору. Вот это вот мне нравится в коллекторе. Конечно, другое дело то, что он не работает без солнца вообще. Ну, то есть, если солнца нет, он не работает, а панельки будут работать. Это, конечно, плохо. Но если есть солнце, коллектор, конечно,
такие месяца, самые мрачные, он намного выигрывает. Это ноябрь, декабрь, январь, коллектор. Главное, чтобы было солнце. Так, идем дальше. Не надо чистить. Да, коллектор не надо чистить. Вот. Он у меня стоит вертикально, и я всем советую ставить коллектор только вертикально. Вот. Это вы избавитесь сразу от проблемы такой чистки снега. Раз. Саморегуляция, но это я в отдельное видео сниму. То есть он у вас не будет перегреваться весной, когда поднимается солнце. Это 2. Вот. И ну, вот такие вот плюсы. Вот. Панели же солнечные я чистю, и это им минус, конечно, солнечным панелям. Потому что ну, солнечные панели редко кто ставит абсолютно вертикально. В основном все каким-то углом. А если есть угол, значит снежок будет задерживаться, так или иначе. Вот. На солнечном коллекторе у меня все никогда не задерживался снег. Они всегда чистые, всегда готовы к работе. Солнце вышло, повернулось на коллектор, коллектор работает, вентилятор включился, все, тепло идет в любое время года и дня и зимы. А вот панели у меня было такое, не почистил вовремя, замерз корж, и я практически почти весь февраль месяц потерял энергию из-за того, что я не мог счистить просто этот замерзший корж на солнечных панелях. Вот как-то так, это минус, конечно. А оставить вертикально их, ну, я не знаю, я такого не видел, что панели. Поэтому вот это вот я ставлю еще один плюсик коллектору за ненадобность его обслуживать, то есть чистить. Вот, это большой плюсик, на мой взгляд. Вот, он себе работает, но это только при вертикальной установке, я же говорю. Ну, в принципе, лучше его только и надо ставить вертикально. Я не советую ее ставить где-то под углом или на крышу, не-не-не. Только вертикально, это лучше всего, оптимальный вариант. Дальше, он занимает меньше места. Да, естественно, он будет занимать меньше места на ту же самую мощность, если у вас КПД, например, солнечных панелей, ну вы хотите, например, получить 5 киловатт, да, мощности тепловой, вам надо поставить столько-то солнечных панелей, это будет в квадратных метрах намного больше, ну, соответственно, КПД, да, а коллектор, он, ну, в разы меньше займет места. Это, ну, важно будет, если у вас там участок маленький или нет места, где ставить, вот, то коллектор тут, конечно, выигрывает, что он меньше, ему надо места для установки. Это тоже большущий плюс. Ставим еще один плюсик ему. Дальше, это еще не все, оказывается, плюсы. Дезинфекция воздуха. Да, вот такой вот интересный момент я обнаружил и думаю, а почему бы и нет? Вот сейчас вот эти вот все вирусы, гриппы и все такое, особенно актуально зимой, как продезинфицировать воздух в доме, да, там некоторые какие-то лампы ставят, эти ртутные, там, ультрафиолетовые, вредные, и то они не залезут везде. Там, где тень под кроватью, вы же лампу, там она не просветит и не уничтожит, да. А тут воздух, получается, весь, так или иначе, он за день весь пройдет через коллектор. Весь домашний воздух пройдет через солнечный коллектор, пройдет через прямое солнечное излучение, и бацилки, и не один раз, притом он пройдет. Бацилки там сдохнут, я уверен в этом, потому что солнечный свет — это самая лучшая дезинфекция. Так, ладненько, у меня кончается время, сейчас я перезагружусь и продолжим. Так, перезагрузился я, продолжаем. Ну, остановились мы вот на этом, дезинфекция воздуха, да. Я считаю, это немаловажно и актуально на сегодняшний день. Потому что солнечный свет, ну, никто, думаю, этим спорить не будет, самый лучший дезинфектор воздуха. Это даже лучше ультрафиолетовой лампы и лучше всего. Это не сравнится даже никакая ультрафиолетовая лампа. Поэтому ставим еще один плюсик. Это, я считаю, немаловажный такой плюсик. Так, ну и последний плюсик, это простая конструкция. Да, действительно, солнечный коллектор — это очень простой проект. Это, наверное, наипростейший мой проект по сравнению с ветряком, солнечными панелями, там, тепловым насосом, вот, то это самый простой. Ну там, в принципе, что такое солнечный коллектор? Это просто ящик, застекленный или под поликарбонатом,
внутри какой-то абсорбер, какое-то темное тело, которое нагревается от солнца и циркулирует там уже воздух или вода нагревается. Ну, я советую, конечно, воздушный, хотя смотрите тут как лучше. Хотя мы сейчас про водяные еще поговорим. Вот, есть у меня информация там с одного канала. Вот, то я же говорю, это может сделать каждый. Солнечный коллектор, это просто, это эффективно. Вот, так что простота конструкции, я считаю, немаловажный плюс. И возможность реализовать ее каждому. Ставим еще один плюсик, ну и это последний. Вот такие вот я вам осветил интересные такие, да, факторы или причины за и против коллектора или за и против солнечных панелей. Вот сами уже выбирайте с этой информацией, что вам лучше сделать, что вам лучше поставить и все такое. Еще, что я хочу, так сказать, по месяцах даже немного хочу пройтись. Вот, ну я уже сказал, да, что ноябрь-декабрь солнечная электростанция это практически ноль, но коллектор работает. Коллектор при наличии солнца работает на максимум. То есть он греет, это вы можете видеть с моих видео ноябрь-декабрь. Если есть солнце, температура 70 градусов, дует с трубы легко. Панели тоже работают, но не так эффективно, не так в эти месяца. Дальше, конечно, уже начинают панели набирать свою силу. Это февраль, январь, конец, так февраль уже они больше, да, там больше солнца. Вот, март еще больше, тут уже как бы они уже, ну, панели даже, может быть, и эффективнее работают, потому что коллектор, хотя он у меня не перегревается, коллектор, и у меня с ним проблем никаких нет, он нормально себе греет за счет вот этого вот угла, вот, но вот ноябрь-декабрь, когда панели это 0, коллектор работает. Коллектор работает в солнечные дни отлично, на свой максимум и прекрасно греет. Ну, конечно, когда есть солнце. Панельки, они хотят там чуть-чуть выдают, ну, каждый день, ну, очень-очень мало, вообще незначительно так. Вот, поэтому я и добавил еще 4 киловатта, чтобы на вот эти месяцы хотя бы на бойлер хватало. Ну, и может быть, когда солнечная погода, там еще на обогрев. Вот как-то так получается с панелями и солнечные коллекторы. Еще хочу вас направить на канал, есть такой «Дом для тебя» называется. Я, наверное, тоже на него оставлю ссылочку, на этот канал. Там человек интересный имеет опыт использования солнечных коллекторов, водяных именно, для отопления своего дома. Вот, посмотрите, там последний, он уже канал вроде как забросил, там новых видео нет, но вот последнее видео, самые ответы на вопросы. Там оно час примерно идет, из 19, кажется, минуты, он вот это вот как раз сравнивает тоже солнечные панели и коллектор в плане нагрева дома, потому что он тоже вот так вот использует. Тоже он говорит, что ему больше нравятся как бы солнечные панели, потому что это проще, потому что они работают всегда. Вот, и всякое так, хотя он коллекторы, у него там целые батареи от этих солнечных коллекторов, они стоят на земле у него, ну посмотрите там на канале. Вот, очень профессионально все сделано, классно. Он вложил 4000, если я не ошибаюсь, долларов в солнечные коллектора свои. Они самодельные, но они очень крутые. Там компьютер все управляет, насосики это прокачивает, там теплоаккумулятор под домом, там у него он закачивает туда энергию. Ну, очень круто это все сделал. Вот, но с другой стороны, да, 4000 долларов это, конечно, чересчур. И за эти деньги, как мне кажется, можно было бы купить 16 киловатт. Да не может быть, а можно купить 16 киловатт солнечных панелей. Ну, это уже смотрите сами, как что выгоднее вложить такие деньги. Ну, вот это опыт этого человека. Посмотрите его канал. Вот, он там это, по-моему, с 19 минуты, вот это самое последнее видео, рассказывает. Вот, что ему вот так вот даже больше нравятся солнечные панели в плане нагрева, чем коллектора, да, хотя вроде бы теоретически подумать, коллектора и КПД больше, и как бы греет при меньшей, но вот такой вот опыт человека. Ну, я не буду как бы там внушать вам, что лучше, это ваше дело, сами выбирайте, но вот у меня есть такой опыт использования, я ее выложил, да, что лучше. Мне вот, ну,
мне, в принципе, и то хорошо. Вот, ну, может быть, не все могут сделать и то, и другое. Вот, есть этот опыт этого человека, дом для тебя, там тоже интересный довольно опыт. Вот, ну, смотрите, решайте сами. Вот, ну, я думаю, я ответил на этот вопрос, чем лучше греться. Ну, если что-то не ответил, что-то не сказал, пишите в комментариях, попробую еще что-то дописать там, кому-то что-то, если что-то забыл. Ладненько, все, всем пока, до следующих видео.